А перед началом ролика хотел бы поблагодарить своего друга Симончика за предоставленный геймплей и этим же помог в создании этого видео. В знак благодарности я оставлю ссылочку на его YouTube канал в описании. Спасибо. Вальхейм, 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 Вальхейм. Так что это за игра такая, вокруг которой собралось так много хайпа? И та, что рвет топы по продажам с момента выхода. А напомню, что игра вышла в раннем доступе 2 февраля 2021 года в игровой площадке Steam и была разработана шведской компанией Iron Gate и издана компанией Coffee Stain, знакомая многим играми Deep Rock Galaxy, God Simulator и Satisfactory. И меньше чем за месяц разошлась в количестве более чем 3 миллионов копий. И если верить источникам, то и свыше 500 тысяч постоянных игроков. Так чем же этот симулятор выживания со скандинавскими мифологиями всем понравился? Давайте посмотрим. После создания своего персонажа начинается все с короткого объяснения, что мы обычный смертный, которого созвал сам Один. Тот отправляет нас в 10-й мир викингов, где мы должны одолеть его врагов. После прибытия нас встречает Хуген в облике Валькирии. Он объясняет игроку, что был послан сопровождать его. И показывает нам мегалиты, жертвенные камни падших, которых мы должны убить, дабы попасть в Вальгаллу. Позже Хуген показывает нам обелиск, который помечает на карте босса. Карта Вальхейм довольно большая, и я где-то слышал, чтобы ее обойти понадобится около 6 часов реального времени. Но это не точно. В игре отсутствует как таковой сюжет, и основная задача это уничтожить 5 боссов, которые, кстати, влияют на дальнейшее развитие персонажа. Например, без убийства первого босса вы не сможете добывать руду, так как из него выпадает оленей рог, который позволяет сделать начальную кирку, и трофей, который дает некий баф. Но прежде чем нападать на первого босса, нужно хорошенько припастись ресурсами. Но будьте аккуратнее с добычей дерева, так как в игре они имеют свою физику. Неинтересно вообще. Опа, кого-то хлопнули, братан. И могут с легкостью прихлопнуть вас. И также нужно позаботиться о провизии, так как она влияет на состояние персонажа. То есть, если вы будете есть высококачественную пищу, у вас будет больше хп. Ну а если вы будете есть одну малину, я думаю, тут все понятно. В игре присутствует фермерство и скотоводство. Фермерство, как и в большинстве играх, не очень интересное занятие. Но для того, чтобы засадить грядку, вам понадобится пропашник. Он делается в кузнице из сосновых бревен и меди. Сажать в игре можно только морковь, бук и репу. С разведением животных немного поинтереснее. К сожалению, пока что можно приручить лишь волка и кабана, загнав за забор и сбросив немного еды. Чё, хавать хочешь? На грибочек. Нормально, что ли? Таким образом, животное постепенно привыкает к персонажу. Еще животные и монстры имеют свое поведение. К примеру, гоблины чаще всего ходят стаями и пытаются окружить игрока. Кабан будет биться до последнего, но если у него мало хп, он начнет отбегать и бить из-под тяжка. Олень будет просто убегать от вас, ну а тролль будет идти напролом. Ах ты ж гнида синяя. Да ну ты чё? Чтоб ты спотыкнулся об бревно. И так далее. Также в игре присутствует некая прокачка персонажа. Работает она по принципу, чем чаще ты что-то делаешь, тем лучше у тебя оттачивается навык. То есть, если вы будете часто бегать, у вас будет прокачиваться выносливость. Если вы будете часто рубить деревья, у вас повысится скорость их добычи. И даже плавать с первых моментов игры у вас долго не получится. И игрок начнет получать урон, так как нужно прокачивать навык плавания. В игре присутствует онлайн, и игра позволяет играть в лобби аж из 10 игроков. Но это еще все плохо проработано, и многие советуют ограничиться 3 игроками. Хоть в игре не такая прекрасная графика, пиксельная листва на деревьях, как и сами деревья, она очень атмосферная, благодаря прекрасному звуковому сопровождению и не менее прекрасному освещению. Ты чё, охуел, блядь? Также это позволяет сделать игру более легкой и доступной, так как она всего весит 1 гигабайт. Даже, казалось бы, такой простой элемент, как дождь, присутствует в игре не как декорация и способен намочить персонажа, наложив на него эффект сырости. Костер тоже влияет на игрока, и если вы поставите его в закрытом помещении, то дым от него постепенно начнет его заполнять, и игрок начнет задыхаться. Кроме того, в игре своя система построек. Например, если вы захотите построить огромную базу для себя и своих друзей, то позаботьтесь о мотыге, которая понадобится для разравнивания ландшафта, и о крепком фундаменте. Если у элементов здания не будет достаточной опоры, оно может обрушиться. Для укрепления понадобится строить колонны и стены, дабы не превратить свой дом в труху. При постройке дома вы можете заметить, что объект, который вы хотите поставить, будет подсвечиваться цветом, от зеленого до кроваво-красного. Если объект светится ярко-красным цветом, то прикреплять новые части нельзя.
Также, если верить источникам в интернете, по результатам тестов игроками определили, сколько максимальное количество элементов частей можно прикрепить на разные стены. К деревянной стене можно прикрепить 8 частей, к каменной стене размерами 2 на 1 – 18, к каменной стене 4 на 2 – 16. Советую делать прочные постройки, так как со временем монстры начнут их рейдить. И добавлю, что монстры не становятся легче после того, как вы прокачиваетесь. По сложности они идут вровень с вами. Могу сказать только одно. Эта игра стоит своих денег. И если у тебя есть возможность ее купить, то покупай сейчас. Так как я думаю, после того, как она выйдет из раннего доступа, она будет стоить подороже. Вот мы подошли к концу, и я бы хотел попросить строго не судить за прошлый ролик. Первый блин, как говорится, комом, который, если вы не смотрели, то рекомендую посмотреть. Ну и если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться на канал. И можешь оставить комментарий, посоветовав, на какую игрушку я могу снять следующий обзор. Мне будет очень приятно. Пока.